Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Агрогороскоп с 20 по 22 августа 2021 года при растущей луне в знаке Водолей вам сегодня поведают авторы канала Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы» Раиса Греченко и Александр Волик. Время агрогороскопа московское. Мы сейчас входим в такой очень серьезный период, ответственный, энергетически очень сильный. И это время сожженного пути полнолуния. И смотрите, это и Водолей, здесь очень много различных энергий, сильнейшей энергии. И мы сейчас с вами рассмотрим вот часть сожженного пути полнолуния, которая выпадает на время с 20 по 22 августа. Но напомним, что еще плодотворное время Козерога в некоторых делах у нас будет 20 августа, потому что будет с 0 часов до 11 часов 50 минут. Это еще время Козерога. Но это время Луны без курса уже начнется с 3 часов до 11:49. И, естественно, Луна без курса, мы ни посевы, ни посадки рассады не делаем. Это нужно было сделать еще 19-го. Так что постарайтесь, уже зная заранее, что 19 число и посадочное посевное время, используйте. А вот уже 20 что можно сделать? А 20 можно провести до 8 часов утра поливы. Это еще время Козерога, и корни будут пользоваться этой водичкой. Но подкормки очень опасно, особенно под корень, потому что далее Водолей – это стихия воздуха, и в это время растения заняты дыханием. Поэтому поливы можете до 8 часов провести, а уже подкормки будут с поливами после выхода Луны из знака Водолей. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Ну и в дальнейшем все работы, которые вот у нас почти что все работы, кроме сбора урожая, заготовок и сбора семян, эти работы будут так же, как и в Водолее, неблагоприятные. Но давайте рассмотрим их полностью и по порядку. Итак, 20 августа с 11 часов 50 минут, вот это чистое время Водолея до конца суток. 21 августа все 24 часа, это тоже Водолей. Ну и до 15 часов 43 минут, вот я обещала, что расскажу, 22 августа будет переход в знак Рыбы, но он будет осуществлен только в 15 часов 44 минуты. Поэтому в это время, и, кстати, это уже будет тоже сожженный путь полнолуния, потому что сожженный путь полнолуния до 24 августа до 15 часов. Так что у нас еще часть сожженного пути полнолуния будет занята тем, что мы в это время должны настроиться и тихо, спокойно пройти этот период. Но, естественно, не должны сеять, не должны высаживать рассаду. Хотя это, казалось бы, рыбы уже к вечеру ближе будут более эффективны. Итак, вот эти дни у нас не посевные, и рассада ни в коем случае не высаживается. Видите, запись такая четкая, красным, чтобы вы видели. Посевы семян и высадка рассады запрещены, не будет результата. Следующий очень важный момент. Если вот 20 утром еще до 8 часов можно было поливать, то уже после 8 часов поливы не проводите. Растения начинают переходить уже в это состояние дыхания. Клеточки настроены совсем на другую программу, поэтому поливы не проводим. И всегда у нас поливы связаны с подкормками. Если занято растение дыханием, то никакие подкормки в это время растения не принимают. Клетка работает совсем по-другому. И ничего не получится с подкормками, потому что в это время даже и жара, во-первых, еще продолжается, ну и не принимают растения, и сжигаются вот эти клеточки, листики, цветочки. Так что не проводите подкормки в этот период. Не под корень, потому что под корень надо с водой, а поливы опасны. Так что вот 20-21 эти работы не проводим. А вот смотрите, уже 22 не имеет значения, что там у нас сожженный путь полнолуния или нет. Здесь очень важен знак для поливов и подкормок. А знак Рыбы – это стихия воды. Поэтому с 16 часов уже 22 августа можете поливать. Вы, естественно, вечером после полива, сразу с полива можете проводить подкормки.
Наиболее эффективны сейчас подкормки по листьям. Но если у вас есть желание и под корень, пожалуйста, под корень тоже можно. Но не увлекайтесь сейчас особое время, когда уже нужно давать специальные элементы питания, это кремний, калий, которые будут готовить наши растения к зимовке. Итак, мы с поливами и подкормками разобрались. Все до этого времени у нас было запрещено. Кстати, комнатные цветы тоже поливы, подкормки не проводим. Только с 16 часов уже можно 22 августа. А вот защиту растений от болезней и вредителей, пожалуйста, проводите. И 20, 21 и 22 все время нужно проводить защиту, потому что сейчас очень много развелось этих различных летающих вредных существ, которые пытаются уничтожить наши растения. И тем более очень любят они комнатные цветы. Зеленые операции в полнолуние при любом знаке не проводим ни на каких растениях, ни в саду, ни в огороде, ни на цветнике. Итак, до 22 включительно мы эти работы не проводим. И позже тоже, но это будет уже другой агрогороскоп. Зато вот то, чем нужно заниматься. Естественно, не перетруждайтесь, потому что энергии просто захлестывают в это время. Поэтому очень вкусные, кстати, в это время плоды, овощи, ягоды, потому что вот это все энергии, все находится сейчас в наивысшем проценте, в них все питательные вещества, витамины, все это очень полезно, поэтому собираем урожай картофеля, лука, у кого-то яровой чеснок еще мне написали, не собран, собирайте. Все овощи, фрукты, ягоды, что созрели, зеленушку, все это собирайте и, естественно, делайте заготовки на зиму. Сушите, замораживайте, консервируйте. Вот смотрите, у нас с Козерога это время начинается. Далее Водолеи. А вот здесь, обратите внимание, 22-го делайте эти работы только до 8 часов. Почему? Заморозку можно и сушку до 8 часов, а вот консервации все нужно делать и успеть высушить до 8 часов. Лучше это сделать утра 22 августа. Далее идет знак стихии воды. И уже за 6 часов до конца, до перехода Луны из знака Водолей в знак Рыбы, уже будет ощущаться вот это наличие большого количества воды. Так что, пожалуйста, постарайтесь до 8 часов утра все переработать, собрать и переработать. Ну и семена. Очень хорошо Водолеи собирать семена цветов. Это в первую очередь. Хорошо также можно собирать, если уже готовы к этому времени, овощные семена овощных и садовых растений. Только это нужно сделать до 21 августа включительно, а вот 22 желательно, конечно, рано утром собрать, но лучше это сделать все-таки 21. В знаке стихии рыбы качество семян, к сожалению, страдает. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп, довольно такой напряженный, потому что много чего нельзя делать, но зато мы можем до этого периода часть работ выполнить и после уже этого периода знака Водолей, растущей Луны в знаке Водолей, мы можем тоже часть работ выполнить. И самое главное, занимайтесь сейчас заготовками, переработкой того, что вы вырастили на своих грядках, в садах. Ну а мы желаем вам всего самого доброго, удачи вам, крепкого здоровья и вкусных заготовок на зиму. Всего самого доброго. Еще раз желаем вам. Пока-пока.